Флагманский мойщик от суббренда Xiaomi под названием Hatsa 7 может похвастать улучшенной конструкцией. Мопики с плавающей платформой создают давление в 55 ньютон, чтобы отмывать присохшую грязь, а сила всасывания автоматически меняется в пределах 5500 паскаль, обеспечивая стабильное сцепление с поверхностью. Распыление крупнокапельное. Hatsa 7 работает даже в ветреную погоду. Но форсунка только на одной стороне корпуса, и в чем логика этого решения, непонятно. Робот будет смачивать поверхность только при движении вправо, а в обратную сторону будет просто протирать стекло влажными салфетками. Как это отразится на качестве уборки? Сможет ли робот отмыть сильно загрязненное окно и стоит ли за него выкладывать 20 с лишним тысяч рублей? Разберемся в фирменном обзоре Best Robot. Первым делом посмотрим, что находится внутри коробки с надписью Robot C7. Собственно, робот с бачком и длинным хвостиком. Разберемся с ним позже. Салфетки уже закреплены на диске. Запасные мопики, всего 4 штуки. Адаптер со штекером под гайкой и с ремешком на липучке. Шнур питания с евровилкой. Компактный фирменный пульт, без батареек. Запасные форсунки, целых 4 штуки. Пузырек с носиком для заполнения бачка. Небольшой комикс по быстрому запуску. Он на английском языке, но по картинкам все понятно. Полноценная книжечка-инструкция. Здесь, среди прочих, есть русский язык. Учитывая сравнительно высокий ценник, комплект поставки выглядит скудновато. За форсунки, конечно, спасибо, но мопиков даже для тестов маловато. Хорошо, что они продаются на маркетплейсах. По поводу выполнения гарантийных обязательств нужно обращаться к продавцу либо к официальному дистрибьютору. Теперь касательно характеристик. Самое примечательное – высокая сила всасывания – целых 5,5 килопаскаль. Ну и ценник от 20 тысяч. Остальные параметры стандартные. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Hatsa 7 – не просто очередной мойщик окон, что видно хотя бы по его корпусу в форме скрипки. Посередине сделаны вырезы, чтобы робот можно было взять одной рукой и нажать указательным пальцем большую кнопку. Под ней индикатор состояния и по сторонам 2 решетки. Одна декоративная, под второй установлен динамик. В нижней части корпуса из-под логотипа выходит прочный армированный шнур, который заканчивается тройником. В проушину продет страховочный трос, а к резьбе присоединяется шнур питания. Преимущество такого подхода в том, что на окне болтается одинарный провод, а значит вероятность запутывания минимизируется. Бачок прозрачный, сразу видно, сколько жидкости осталось. Это плюс. По сторонам наблюдаем выпускные отверстия, а на правом боку еще и распылитель, направленный вниз под углом 120 градусов. Реклама обещает обильное крупнокапельное разбрызгивание, чтобы ничего не сносило ветром. Потом посмотрим, как это реализовано на практике. На подошве располагаются только диски. У каждого из них отдельный моторчик, что, по заверениям производителя, улучшает качество уборки. Ни индикаторов, ни приемников для пульта нет. Кольца, на которых держатся мопики, сделаны необычно. У них плавающая подпружиненная платформа. По всей видимости, так сделано для лучшего сцепления с поверхностью. Салфетка односторонняя средней мохнатости. На вид ничем не отличается от аналогов. Крепление стандартное, до щелчка. Чтобы подготовить C7 к запуску, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, собираем части шнура питания в единое целое. Перепутать не получится, все разъемы уникальные. Вставляем, завинчиваем, втыкаем в розетку, чтобы загорелся синий индикатор. Во-вторых, заливаем воду в мойщика. Для этого используем пузырек из комплекта. В бачок помещается 80 мл жидкости. В-третьих, закрепляем страховочный трос на батарее, на случай, если робот решит полетать. Теперь, когда мойщик запрыгнул на стену, оценим возможности управления. Пульт компактный и простой, ничего лишнего. Кнопка по центру джойстика отвечает за пуск и остановку работы. Чаще всего вы будете использовать именно ее. Стрелки выбирают направление движения вручную. Функция пригодится только, чтобы привести робота в конкретный участок для локальной уборки. При каждом нажатии голосовой помощник комментирует происходящее. Можно даже поиграть в диджея. Кнопка с каплями активирует влажную уборку. При этом нужно слушать, что именно сообщает робот, поскольку индикация никак не меняется.
Кнопка X1 активирует повторную обработку всей поверхности, а кнопка со змейкой – уборку вниз от исходной точки. Последняя кнопка запускает локальную уборку на участке, где робот находится в данный момент. Он будет трижды проходить вверх-вниз, чтобы убрать гипотетическое пятно. Ну а теперь переходим к полевым испытаниям. Вот в каком состоянии окно перед началом тестов. Классическая пылевая пленка, потеки дождя, присохшие капли, пятна и чего тут только нет. Даже не верится, что мойщик сможет справиться с такой задачей. Но все-таки дадим ему шанс. После запуска сухой уборки робот доезжает до верхнего края рамы, забирается в левый угол и оттуда постепенно спускаются зигзагами. Салфетки плотно прижимаются к поверхности, собирают пыль и даже присохшие пятна оттирают. Это хорошо видно в нижней части окна. Стекло выглядит прозрачным и уже относительно чистым. Пятна, точки и разводы пока что остаются. От них предстоит избавиться в процессе влажной уборки. Края салфеток грязные, почти коричневые. Ворсинки слипшиеся, спрессованные из-за постоянного прижима к стеклу. Устанавливаем чистую пару и запускаем влажную уборку. Алгоритм работы не меняется. C7 ищет дальний угол, затем покрывает стекло зигзагами. Сразу же отмечаем, что второго распылителя роботу не хватает. Он брызгает воду только при движении слева направо, а в обратную сторону просто крутит по стеклу влажными салфетками. Можно сказать, что это компенсируется высокой интенсивностью распыления, но лишь отчасти. Да и распыление не настолько интенсивное, как у старшего W9. Посмотрим, как робот справился в итоге. Стекло отражает солнечный свет, поверхность выглядит чистой и однородной, за исключением едва заметных точек на отдельных участках. Вдоль рам C7 отработал качественно. Кое-где есть недоработки, но слепая зона минимальная. В углах результат стандартный. 2,5 см остаются недомытыми, потому что салфетка не может туда заехать из-за своей круглой формы. По итогу можно сделать вывод, что на узких окнах одного распылителя роботу хватает. Но если предстоит отмывать широкий глухарь или витрину, результат может быть неоднородным. Касательно уровня шума все стандартно. 70-75 дБ внутри помещения и 47-50 дБ снаружи. Но тут все будет зависеть от особенностей стеклопакета и насколько закрыто окно. Во время уборки грязного окна с навигацией было все в порядке, но дополнительно я погонял мойщика в разных режимах. X1 – самый ходовой алгоритм. Из любой стартовой точки мойщик добирается до верхнего угла и поперечными зигзагами убирает всю поверхность. В режиме «Змейка» робот не поднимается выше стартовой точки, в остальном действует так же, как в режиме X1. Еще есть режим локальной уборки. HC7 четырежды проходит вверх-вниз по участку, на котором находится в данный момент. Этот алгоритм подойдет для оттирания особо коварных пятен. К навигации вопросов нет. Все работает четко, как в инструкции. Мопики не проскальзывают даже по влажной поверхности. Робот всегда добирается до каждого доступного закоулка. Другие поверхности HC7 не смущают, по плитке ползает спокойно, несмотря на швы, так что ванная будет чистой. И к стеклу в душевой это тоже относится. Робот доезжает до кромки и своевременно сдает назад, попыток падения не совершает. Зеркало я целенаправленно залапал, чтобы оценить моющие способности робота. Их оказалось более чем достаточно. Хватило одного запуска в режиме сухой уборки. Отпечатки пальцев убрал, разводов нигде не оставил. Результат идеальный. Проверка безопасности тоже пройдена успешно. При отключении электричества заморгал красный индикатор, а робот начал по кругу повторять загадочную фразу. По идее, так он будет висеть еще 20 минут, но проверять я не стал. На крайний случай предусмотрен страховочный трос, который мы заранее закрепили на батарее. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Подведем итоги. HC7 впечатлил качеством исполнения и продуманной конструкцией. Робот отличается от более дешевых аналогов, и это чувствуется уже на этапе распаковки. Управление интуитивно понятно. Кому-то может не хватить приложения, но лично мне больше нравится пульт. Одностороннего распыления достаточно для уборки узкого окна. Качество мытья выше среднего, особенно это касается участков вдоль рам. Главный минус – минимальный комплект поставки.
Сразу же придется докупить салфетки, иначе даже одно окно помыть будет сложно. Тем не менее, HC7 один из лучших мойщиков круглого типа в данный момент. Робот определенно стоит своих денег. Спасибо, что досмотрели до конца и поддержали ролик лайком. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!